Привет! Рады снова видеть на канале Scrite. Спасибо огромное всем, кто оставлял комментарии и лайкал наши предыдущие видео. Нам это очень помогает. Такая поддержка мотивирует двигаться дальше. Сегодня не будет долгого вступления и начнем сразу подходить к теме нового ролика в формате гайдов. Итак, сегодня мы рассмотрим такую тему, как логово короля пиратов Закина, а вернее все три варианта этого босса. Начинаем с самого простого – обычный дневной Закин. Фарм дневного Закина очень прост и не представляет особых трудностей для быстрого закрытия этого инста. Нам понадобится основной персонаж с сабклассом на СХ 61 уровня и еще 8 абсолютно любых твинов, также 61 левела. Перед заходом не забудь поставить блок опыта в меню .cfg. Наверное, у всех сразу появляется вопрос, почему СХ все-таки сабовый? Об этом немного позже, с появлением новых гайдов. Делаем телепорт. Боссы, Закин, дневной Закин. Выбегаем из начальной комнаты, поворачиваем налево, чуть проходим и потом направо. Далее по периметру зажигаем бочки, появляется Закин, который быстро превращается в пыль. На серверах место появления Закина всегда статично, долго искать не придется. Самое главное для нас – это дроп. Это обычная серьга Закина с шансом, который зависит от самого рейта сервера. А унижать дневного Закина можно 3 раза в неделю. Откат каждый понедельник, среду и пятницу в 6:30 по московскому времени. Следующий образ Закина – ночной Закин. С этой формой уже ситуация обстоит сложнее, так как для захода в этот инстанс необходимо 36 человек. Если фиксики в компьютере работают шустро, можно попробовать загрузить такое количество окон. Или же попросить друзей помочь. Для убийства понадобится все тот же СХ 61 левела. Найти самого рейд-босса на корабле можно по такому же принципу, как и с дневным Закином. Что же ценного падает с него, что нужно так заморачиваться? Да все просто. Это обычная серьга Закина, но с почти 100% шансом. Проходить этот инстанс можно 1 раз в неделю. Откат каждую среду в 6:30. Подходим постепенно к финальному боссу, как говорится, высший дневной Закин. Для захода необходима одна полная группа, но на проекте есть сервис, который позволяет снять эти ограничения. Открываем Alt-B, Scrite+, вход в инстанс без ограничений. Сервис не снимет откат инстанса и не снизит никаких статов у босса и так далее. Просто появится вариант зайти без полной группы. Покупается такой сервис на одного персонажа в пати. Он должен быть пати-лидером, и работает эта функция только на одном персонаже на аккаунте. Это не премиум аккаунт, который сработает на всех персонажей аккаунта. При определенной сноровке даже высший Закин будет испаряться в считанные минуты. Но и тут придется немного заморочиться. Вот минимальный буст для его убийства. Основной персонаж тир 85 левела, одетый в Мара и Heavy сет и по 60 защиты от тьмы в каждой части сета. Икарус кастеты с атрибутом святости 300. Бижу можно взять династии, ее хватит. Второй твинг – это некромансер 82 левела. Обязательно 82, не выше. В целом ему хватит и начальной экипировки, но лучше одеть его в ДК. Третий твинг – это рыцарь Шилен, или, если по-простому, ШК. 83 левела минимум. Шмот ему необходим хотя бы от S-грейда. Для дополнительных твинов подойдут такие персонажи, как Кинжальщик, Джудикатор, Биш или Шие. Найти комнату можно по старой схеме. Зафармить его очень просто, главное соблюдать последовательность действий. Перед тем, как зажечь последнюю бочку, нужно слить тира до 30% хп, чтобы можно было активировать Зиалот. Далее подготавливается ШК. Для этого на тире должен быть бафнут рефлект, Чандов Ревенж или кожа от ММа или Сорка. И заряжаемся на ШК до 3-го левела Боли Шилен. Зажигается последняя свеча, бафаемся. Зиалот и Хок-тотем. Подлетаем к Закину и начинаем убивать. Потом тут же переключаемся на ШК, даем шилку, следующим шагом открываем окно Некро и ставим Day of Doom. Не забудь купить Magic Symbol для использования. После ставим еще купол с тира, Symbol of Energy. Мобы убиваются парой масух и оставляем тира на автоатаку. Далее мы просто прокидываем Хекс ШК и Курсов Эбис с Некромансера, пока наш тир избивает короля пиратов. В течение пары минут Закин падает и можно собирать дроп. С высшего дневного Закина можно выбить Адену, Марай и Веспер вещи, Бресы, Бесоя и самое ценное Блесс серьгу Закина. Немного сноровки и фарм будет крайне простым.
можно будет добавить дополнительное окно тира, если урона кажется мало или хочется быстрее зафармить инстанс. К сожалению, пришла пора прощаться, но мы увидимся уже совсем скоро в новых роликах. И не забывай заглянуть в описание, где был спрятан секретный промокод. Надеюсь, это видео было для тебя полезным. Успехов в фарме и сокрушительных побед! Пока-пока!